Партизаны Атеш, так сказать, накрыли вражескую базу в Крыму. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале. Далее цитата. Во время разведки Черноморского района агенты нашего движения зафиксировали скрытое место дислокации российских военных и техники в населенном пункте Марьино. Рашисты разместили свою технику и личный состав на одной из баз отдыха. На стоянке выявлены бронированные Уралы, квадроциклы и мотоциклы, используемые оккупантами. Расположено это укромное место на улице Зеленой, но назвать его безопасным для рашистов уже нельзя. Оккупанты хорошо знают, что располагать войска на гражданских объектах является преступлением, но продолжают пренебрегать законами и обычаями войны, а также подвергают мирное население на опасность. Конец цитаты. Всю информацию партизаны передали силам обороны Украины. Украинский военный журналист Андрей Цыаплиенко разместил кадры, которые сняли российские оккупанты с места события. Показано, один из бронеавтомобилей врага только что получил привет от украинского дрона. Россияне за кадром говорят, что их мобильный рэп не показал приближение дрона. Информации о пострадавших не поступало. Заявлено, как прилет в российские автомобили FPV-беспилотника на оптоволокне. Именно поэтому не сработало устройство рэп на машине. Если это так, то, вероятно, это первое визуальное подтверждение использования таких дронов украинскими силами. Что касается автомобиля рашистов, то там ничего страшного. Покрасить и будет как новенький. Дроны противника, как мухи просто летают над головой. Все это известно. Нефтебаза «Стальная лошадь» в Орле по состоянию на данный час до сих пор пылает. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение и отметили, что это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. Он является частью русского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии России. Не такой уж и стальной этот конь оказался. Так, одна бутафория. Да впрочем, как и орешки старого кремлевского черта. Пугал ими весь мир, а они оказались протухшими. Также хотим сообщить, что США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon, также известной как Dark Eagle. Сообщается, что ее скорость может превышать 6000 км в час, а радиус действия до 3000 км. После этого кремлевский дед с Московией может только потеребить в руках свой кукорешник. Издание «Астра» публикует видео результатов атаки по российским казармам в воинской части после ночных прилетов в Таганроге. Кроме авиаремонтного завода, пострадала воинская часть, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы. Автор видео восхищается и безмерно благодарит российскую ПВО, мимо которой даже муха не пролетит. Ура! Также хотим сообщить, что сухопутные войска ВСУ получили модернизированные ЗРК «Оса». Зенитные комплексы теперь могут использовать не только штатные ракеты «Земля-воздух», каких у Украины не очень много, но и управляемые ракеты класса «Воздух-воздух» Р-73, которых у ВСУ есть в достаточном количестве. Таким образом, модернизированные ЗРК смогут эффективнее сбивать беспилотники, вертолеты, самолеты и ракеты рашистов, так как ракета Р-73 может захватывать цель самостоятельно после пуска. В Курской области российская механизированная колонна понесла потери при попытке доехать до украинских позиций. В 36-й отдельной бригаде морской пехоты рассказали, что атаку отражало несколько украинских подразделений. На штурм русское командование бросило бронетехнику, в которой находился российский десант. Бойцы 1-й отдельной танковой бригады добавили, что оккупантов отправили на минное поле. Благодаря дистанционному минированию и сбросу враг потерял 6 единиц техники. Тяжелое время. Не ожидал, что доживу до такого. Лучший танк в мире. Все. Партизаны Атеш зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами китайского производства по трассе М4 в направлении Курска. Техника была замечена на участке между Ростовом-на-Дону и Воронежем. Данную технику используют для выполнения ряда задач, а именно дозорных и разведывательных операций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых.
Накопление баги может свидетельствовать о подготовке российских войск к диверсионным операциям на территории Курской области и других приграничных с Украиной территориях. Кроме того, это может говорить о более широком использовании такого рода техники по всей линии фронта. Партизаны передали эту информацию силам обороны Украины. Перед тем, как рассказать о прилетах в Грозном, хотим показать видео, где сирийцы радуются, что российские оккупанты покидают их страну. Военные Путина на полном ходу проезжают по трассе. Гениальная многоходовочка кремлевского стратега закончилась тем, что сирийские шахтеры-ополченцы погнали россиян поганой метлой из Сирии. Также хотим сообщить, что патриотически настроенные беспилотники наведались и во владение Кадырова. Сообщалось о работе ПВО, предварительно огненные подарки прилетели по зданию 2-го полка МВД, сюда уже прилетал БПЛА 4 декабря. На видео проезжает пожарная техника. В данную минуту информации о последствиях еще не поступало. Дождемся официального сообщения от Генштаба ВСУ. После первых пропущенных 4 декабря, Кадыров пообещал разобраться и наказать ПВОшников. Какая его реакция будет сейчас на работу дырявой системы ПВО, неизвестно. Ура! Авиация воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла бомбовый удар по скоплению российских оккупантов в Бахмуте, Донецкой области. Сообщается, что поражение нанесли с помощью французских авиабомб из украинского истребителя МиГ-29. Судя по обнародованным кадрам, бомб было две. Они почти одновременно попали в многоэтажное здание. Исследователи телеграм-канала War Archive выяснили, что здание с россиянами было поражено в микрорайоне Новый в городе Бахмут, который находится под контролем оккупантов с мая прошлого года. Не забывайте постоянно помогать нашим силам обороны. Израиль нанес удар по месту базирования ракетных катеров сирийских военно-морских сил в порту Латакии. Соответствующие материалы обнародовали израильские и сирийские новостные агентства. По сообщениям местных СМИ, удар по Латакийскому порту был нанесен ночью 9 декабря. На обнародованных кадрах показаны 6 утилизированных до стадии хлам ракетных катеров проекта 205 «Москит» советского производства. Из-за их состояния точно определить их модификацию сложно. В целом известно, что СССР продал Сирии 16 бортов проекта «Москит». Проанализировав спутниковые снимки за длительное время, можно увидеть, что на базе Латакии базировались 10 катеров, однако стоит отметить, что среди них могли быть и списанные. Кроме того, по состоянию на декабрь 2024 года они могли изменить порт базирования. Силы обороны Украины продолжают чистить нашу прекрасную землю от российских оккупантов. Сегодня Главное управление разведки Украины сообщило в своем телеграм-канале о том, что совершило поджог российского перехватчика Су-27П на аэродроме Крымск. Соответствующее видео с поджогом было опубликовано на официальной странице ГУРМО в Телеграм. Самолет «Факел» являлся перехватчиком Су-27П номер 16 «Красный» из состава 38-го истребительного авиационного полка, дислоцированного на авиабазе Бельбек. В последний раз он был замечен в январе 2022 года во время летных учений в Краснодарском крае. Это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Я считаю, что это пойдет только на пользу. Как вы уже знаете, по плану трехдневной спецоперации, в российский Таганрог прилетели неизвестные, но очень сильно патриотически настроенные огненные подарки. Адресатом-получателем оказался авиазавод, известный как Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. Это предприятие работает на оборонку Московии. И вот российские СМИ показали данное фото. Они утверждают, что удар был нанесен именно ракетой «Атакамс». Непонятно, как это вообще возможно, если старый кремлевский черт, обещавший Киев за 3 дня, заявлял, что российское ПВО щелкает как орешки эти самые «Атакамс». Доказательств того, что это фото сделано именно в районе ранее упомянутого завода, авторы фото не предоставили.